Всем привет! Снимаем видео сегодня по запросу. Это будет нанесение микроцемента. Это будет первое видео по микроцементу на нашем канале. В дальнейшем мы будем снимать вам то, что мы наносим какие-то образцы. Сразу тоже еще раз повторюсь, что этот материал для нас новый достаточно. Годами он нами не испытан. Поэтому будем пробовать вместе с вами его наносить. Смотрим видео. Вот так вот выглядит микроцемент. Он белый, сухой. Мы его накладываем в емкость. Вот такой вот микроцемент. Еще раз скажу, что такое микроцемент. Это декоративная штукатурка на цементной основе, очень мелкой фракции. Мы взяли старый рабочий стол и решили его оживить. Так, наждачка. Шлифуем поверхность стола. Обычная мебель, вот. Старая такая мебель. И шлифуем его. То есть, что нам нужно от шкурки? Приподнять нужно верхний слой, вот этот гладкий. Надо, чтобы стол стал шершавый. После того, как мы зашлифовали, мы обезжириваем поверхность. После того, как мы вышкурили этот стол и обезжирили, мы наносим на него кварцгрунт. Кварцгрунт — это белая такая грунтовка с кварцевым песком. Наносим на всю поверхность. И далее мы дадим ей высохнуть, полностью высохнуть. Но в данном случае я бы вам сказала 24 часа. Конечно, она может высохнуть и быстрее, но давайте торопиться не будем. Загрунтовали, и сутки она сохнет. Видите, как кварцгрунт ложится? Равномерным, хорошим слоем. То есть он укрывает полностью поверхность. Вот так. Микроцемент развели водой и добавили туда пигмента колировочного. Вот так он выглядит, как сухая смесь. Если бы вы шпаклевку разводили, также добавляется вода и перемешивается до густой сметаны консистенции. Теперь мы наносим его вот на высохший кварцгрунт. Вот если вы это делаете на стене, то так, конечно, делать не нужно. Сейчас, так как на столе, можно. Вот так он наносится. Фракция у него мелкая. Вот так вот выглядит первый слой. Здесь есть небольшая фактурка чуть-чуть. Если вот так поближе посмотреть, вот смотрите, небольшая фактурка. Это первый слой, мы даем ему высохнуть. Вот так. Продолжаем съемку. Так, вот у нас он высох, наш микроцемент, первый слой. Наносим второй слой. Мы его почистили немножко кельмой. Видите, краешки сточили.
И наносим теперь второй слой. Также он наносится и на стены, в санузлах, например. Вопрос у нас был про санузлы. Ну, у нас в отделе санузлов нет, поэтому мы взяли стол и стол мучаем. Дальше мы ее всю приведем к логическому завершению. Вот такие поры где-то здесь. Такие вот небольшие дефекты. Мы повернем их в плюс. Снова ждем высыхания. Ну, параллельно я еще тут покажу лофт. Таким же способом нанесен. Вот он, лофт. Здесь у нас ярко-синий колерованный лофт нанесен первым слоем. Потом он высох, и мы по второму слою нанесли неколированный. Вот так вот можно нанести таким же способом и микроцемент. То есть задать ему сначала яркую фактуру, а потом по этой яркой фактуре неколированным пройтись. И вот такой вот получается образец. Так, вот у нас высох микроцемент. Он именно высох. Мы его немножко подчищаем вот так вот шпателем, хорошим шпателем. Можно это делать кельмой. Как-то поближе бы вам снять, что получилось. Сейчас, минутку. Так, смотрите. Цвет. Свет у нас, конечно, тут не очень. То есть вот так вот. Очень плохо видно. Но давайте мы его сейчас покроем. То есть мы покрываем первый слой лака защитного. И после второго слоя мы попробуем сделать какой-то эффект еще. Вот, в принципе, он сейчас уже немножко проявляется. Вот мы лаком покрываем. Микроцемент у нас, кстати, колерованный. Да, мы вам об этом говорили. Колеровали мы его, когда мы развели его уже водой. То есть он был готовый к применению, и мы в него добавляли, дозировали колер. Колера бывают разные. Они бывают сухие, сразу же в порошках, рассчитанные на ведро. И бывают жидкие. Жидкие — это аппаратный колер с аппарата, и дозируем его шприцами. Вот смотрите, покрываем лаком. Сейчас мы его раскатаем, сейчас он густоват, но он еще впитается. Это первый слой. Это специальный лак для микроцемента, для внутренних и наружных работ. И вот когда мы его покрываем, у нас появляется уже какой-то эффект. Вот вы, наверное, видите это. Покроем, раскатаем, дадим ему высохнуть. И вторым слоем еще попытаемся что-то изобразить. Так, подсох у нас первый слой лака, и мы сейчас наносим лазурь. Смотрите. Просто прорисовываем прожилки вот такие. Лазурью перламутровой. Вот. Вообще он выглядит вот так. Вот так. Вот так выглядит микроцемент. Мы бы хотели, чтобы он был покрасивее. И мы рисуем прожилки маленькой кисточкой.
Я напомню, что делаем мы это на столе. Вот отсюда фильм. Так, вот, смотрите. Немножко мы их нарисовали, тоже много не надо лишнего. Со всех сторон попробую, вот это очень хорошо видно. После того, как высохнет немножко эта лазурь, ну, скажем, полчасика, мы покроем второй слой лака и все на этом. То есть с разных сторон. Сейчас она высохнет, немножко будет по-другому, ждем полчасика. Покрываем второй слой лака. Просто покрываем и оставляем сохнуть и все. Финишный лак, кстати, для микроцемента. Так, по его характеристикам, через 10 дней его уже можно мыть химическими средствами, а через 28 дней вообще с ним можно делать уже все, что угодно. То есть так заявляют производители. Я вам скажу сразу откровенно, долгими годами этот материал нами не испытан. Но вот так как мы его наносим, материал хороший, рекомендую. А, кстати, производителя не называем. Кому нужен микроцемент, можете к нам обратиться. Все равно мы возим его с завода, поэтому там только оптовая продажа. Когда лак высохнет, он станет более матовый. Сейчас он сильно блестит, потому что он сырой. Сейчас еще и обойду. Вот так. То есть под разным углом по-разному смотрится. Вот так. Я думаю, что на этом все на сегодня. Микроцемент мы будем тестировать, делать образцы, вам будем их снимать и выкладывать. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Будем рады вашим комментариям, лайкам и подписчикам. Всем спасибо, пока.